Показываю, как из обычного льняного масла можно сделать густое и осветленное масло для живописи. Я сделал это, поделюсь своим опытом. Густое масло еще называют плотное масло. Я расскажу о его свойствах и о его применении в живописи. Для начала давайте посмотрим, как разные масла отличаются по степени густоты. Для определенных живописных задач густота масла имеет большое значение. В научном эксперименте участвуют 4 бутылочки с льняным маслом, слева направо. В первой бутылочке обычное льняное масло для живописи, в данном случае масло от Невской палитры. Вторая бутылочка – льняное масло номер 2 от Невской палитры, так называемое уплотненное масло, так написано на этикетке. И судя по названию, уплотненное следует понимать как слегка густое. Так ли это, сейчас увидим. В третьей бутылке густое масло, сделанное мною в домашних условиях на основе жидкого льняного масла. В данном случае я сделал густое масло из масла номер 2. На самодельное масло я наклеил этикетку с символами солнышка и кислорода O2. И в четвертой бутылке фирменное масло Royal Talens, по-английски густое масло Stand Oil, санкционный товар. В товарах для художников я успел выкупить последнюю бутылочку этого замечательного густого масла. Сравним теперь степень густоты разных масел. С помощью мастихина извлекаю из каждой бутылочки по капле масла. Стараюсь, чтобы капли были примерно одинаковые по объему. Белая дощечка – это палитра. Разницу в густоте масел можно увидеть, если наклонить палитру. Даже при небольшом наклоне обычное масло стекает вниз, в то время как капля густого масла остается на своем месте. Наклоняю палитру, и вот он момент истины. Как видим, уплотненное масло номер 2 от Невской палитры скатывается вниз примерно с такой же скоростью, как обычное льняное масло. Уплотненное номер 2 на ощупь немножко более густое, чем обычное масло, но разница незначительная. Если же сравнить густоту масла номер 2 с настоящим густым маслом, то разница уже весьма заметная. Самодельное масло и фирменное масло Royal Talens примерно похожи по степени густоты. Royal Talens все же более густое. При этом самодельное масло, которое третье слева, оно более светлое, потому что это масло все лето осветлялось солнцем на подоконнике. Самодельное густое масло вполне идентично фирменному, только стоит в разы дешевле. Посему есть практический смысл делать густое масло самому. Недавно появилось в продаже вот такое густое масло от фирмы Минеральные пигменты. Называется масло, сгущенное солнцем. Цена примерно $15 за 100 мл. 1600 рублей на текущий момент. Это в 10 раз дороже, чем обычное льняное масло. Наверное, это хорошее масло. Если бутылку пошатать, видно, что масло достаточно густое. У меня уже есть, поэтому я не стал покупать. В процессе высыхания масла образуется корочка, и это масло продается прямо вместе с корочкой. Сверху плавает такой сгусток, это и есть корочка. Вообще, я считаю, это экологично и правильно не выбрасывать корочку, а продавать масло вместе с корочкой. Рядом на полке продаются разные фирменные масла Royal Talens, но, как видим, среди них густого масла нету. Теперь рассказываю, как сделать густое масло в домашних условиях, после чего отвечу на главный вопрос «Зачем?», то есть какое это имеет практическое применение в живописи. Итак, рецепт приготовления густого масла. Чтобы сделать из обычного масла густое, для этого нужно масло налить в широкую посудину слоем примерно 1,5 см и оставить без крышки на несколько месяцев. Идеально подойдет пищевой контейнер, в крайнем случае широкая и неглубокая банка типа этой. Контактируя с кислородом, масло постепенно загустевает, и это называется оксидированное масло.
оно же плотное масло, оно же густое масло. Срок загустения масла от 1 месяца до 1 года. Зависит от температуры воздуха. В теплом помещении химические процессы сильно ускоряются. Скорость загустения также зависит от ширины посуды. Чем шире посуда, тем больше масла контактирует с кислородом. Соответственно, скорость загустения обратно пропорциональна глубине налитого масла. Масло считается загустившимся, когда на поверхности образуется пленочка, после чего нужно перелить масло в бутылку и закрыть пробкой. Под пробкой процесс оксидирования останавливается. В мае месяце перед началом летнего сезона я налил масло в банку и еще налил масло в контейнер более тонким слоем. Банку накрыл марлей, контейнер прикрыл сеткой от комаров. Под сеткой оставались щели, но масло это простояло на балконе, и насекомые не проявили интереса к маслу, ни одно насекомое в масло не попало. На балконе была температура примерно 30 градусов летом. В контейнере пленочка образовалась уже через месяц. А к осени пленочка превратилась в толстую корку, и масло в контейнере почти все насквозь просохло. То есть я его передержал. Если бы я налил в контейнер побольше масла, оно бы так сильно не пересохло. Но вышло то, что вышло. Масло в контейнере высохло значительно быстрее, чем в банке, хотя и слой масла был тоньше в контейнере. В общем, к сентябрю масло в банке было как раз готово, а масло в контейнере пришлось отцарапывать и выбрасывать. Но надо сказать, что контейнер достаточно легко отмывается от засохшего масла при помощи губки, моющих средств. Контейнер был приведен в исходное чистое состояние. По такой же технологии можно сделать густое масло для живописи из подсолнечного рафинированного масла. Подсолнечное масло вполне пригодно для живописи, оно медленнее сохнет, и мне пришлось дольше ждать, пока образуется корочка на поверхности подсолнечного масла. У подсолнечного масла есть свои преимущества и свои недостатки, но это уже другая тема. Сейчас на видеозаписи будет выкраска разных масел с целью проверить их на скорость высыхания и на пожелтение. Результат эксперимента будет известен в следующем сезоне. Дальше на видеоряд можете не обращать внимания. Лекция о густом масле продолжается, будет еще полезная информация. Сейчас расскажу о свойствах густого масла и о его применении. Еще несколько слов о технике безопасности. В интернете встречается информация о том, что испачканные маслом тряпки и ветошь имеют свойство самовозгораться. Поэтому, оставляя открытую посуду с маслом на длительное время, особенно летом на балконе или на подоконнике, нужно все делать аккуратно, чтобы никакая ткань случайно не попала в контейнер с маслом. И еще о безопасности. Прозрачная банка с маслом, подобно линзе, может собирать солнечные лучи в одну точку. Кто в детстве выжигал увеличительным стеклом, тот знает. Если банку с маслом поставить на какую-то керамическую плитку или на керамический подоконник, тогда со стороны пожарной инспекции замечаний не будет. Под воздействием кислорода масло загустевает, а под воздействием ультрафиолетовых лучей жидкое масло осветляется, становится бесцветным и прозрачным. Но после того, как масло засохло, высохло, под воздействием ультрафиолетовых лучей оно начинает постепенно желтеть и темнеть. Потемнение масла происходит очень медленно, годами, десятилетиями, столетиями, в зависимости от условий хранения. Короче говоря, жидкое масло под солнцем осветляется, засохшее масло под солнцем темнеет. Чтобы сделать густое и одновременно осветленное масло, процессы осветления и загустения лучше разделять. Сначала масло нужно осветлить, для чего несколько месяцев подержать на солнце под пробкой.
отчего льняное масло становится светлым и прозрачным. После того, как масло осветлилось, можно разливать масло в контейнер для дальнейшего загустения. Что еще нужно знать о густом масле? По сравнению с обычным маслом, густое меньше желтеет, оно образует более твердую поверхность. Оно меньше впитывается в грунт, не вжухает и у него больше склеивающая сила. Чем гуще масло, тем эти свойства более выражены. И для чего нужно, как его можно использовать в живописи? Густое масло. Прежде всего, используют для межслойной обработки и для лессировок. Густое масло смешивается со скипидаром. Получается так называемый масляный лак. Такой масляный лак гораздо лучше для межслойной, чем ретушный лак от Невской палитры. Именно масляный лак на основе густого масла должен являться медиумом, то есть связующим веществом для лессировок. Краска для лессировки должна быть жидко разведена, скипидар из масляного лака быстро испаряется, и благодаря густоте масла краска при высыхании не скатывается в комочки. Благодаря густому маслу лессировочный слой не вжухает, образует более твердую поверхность и не размывается разными всякими разбавителями, в отличие от лессировки на домарном лаке или на тройнике. А также густое масло пригодится для мастихинописи, то есть для живописи мастихином. Если из масляной краски удалить излишки масла и вместо него добавить густого масла, то мастихиновые мазки выглядят более рельефно и с эффектом гладкой эмалированной поверхности. Рецепт приготовления густого масла я нашел в интернете в одной из лекций художника Владимира Макухина, преподаватель живописи в Академии художеств имени Репина. О применении густого масла в межслойной и в лессировках я прочитал в лекциях Михаила Девятого. Для погружения в тему рекомендую почитать эти тексты, ссылки в описании к ролику. Оба художника, Владимир Макухин и Михаил Девятов, это советские художники. В частности, Михаил Девятов занимался исследованиями в области технологии живописи, так что референсам можно доверять. Применение густого масла в живописи, по моему мнению, это безусловно актуальная информация для современных художников.